Сегодня 1 декабря 2018 года. Мы сегодня передаем прогноз на месяц декабрь. Это ченнелинг, передают высшие разумы, арктурианцы, высшие разумы, система Сириуса, система Плеяд. В этом месяце вы подводите итоги. В этом месяце вы планируете отдых, в этом месяце вы планируете, возможно, следующий год. Каким-то образом планируете внутри себя, в своих чувствах, в своих мыслях, в своих надеждах. Что будет происходить в этом месяце? Появится или проявится отличие групп людей по следующим направлениям. Группа людей, которая занималась своим развитием, которая занималась выходом из тупика или хотя бы поиском выхода из тупика, решением ситуаций с целью духовного роста, как своего и тех людей, которые вовлечены в эту ситуацию. Эта группа будет, мы бы сказали, принимать подарки. Подарки в том смысле, что у вас появится осознание, у вас появится радость бытия, у вас появится спокойствие, у вас появится долгожданное чувство самодостаточности и контроля над своей жизнью. Это то, что помогает стремиться к новым целям, к достижению того, чего вы даже боялись себе представить. Это дает большую поддержку в развитии силы духа, силы воли, расширяет ваши границы понимания пространства, границы своего бытия. Это то, что делает человека счастливым. А другая группа больше похожа на людей, которые двигались слепо, как все, жили слепо, как все. Это достаточно большая группа людей. Эти люди поймут, что на самом деле они предоставлены самому себе или самой себе. И дальше нельзя совершать такие же поступки, как они привыкли, или копировать других в своей жизнедеятельности или в своем принятии решений. Копировать других – это означает делать так, как вы привыкли в течение многих лет, так как на вас влиял социум, на вас влияли эгрегоры, то есть это определенные программы действий, зарабатывать, ездить, отдыхать, иметь семью, иметь доход, быть как все. Вы начнете входить в состояние вакуума, плотного вакуума, будто вам чего-то не хватает, а не хватает вам жизненной энергии, энергии развития. И, наконец-таки, у вас появится желание узнать, а что же за этой гранью обычной физической реальности. А за этой гранью как раз и есть ваше счастье, то, чего вы не знали. Но вы можете это обрести. Это понимание того, что вы часть чего-то великого, что вы бессмертны, что вы можете творить, что вы можете управлять своей реальностью и так далее. У вас при прохождении месяца декабря, к концу декабря появится четкое желание, у вас появится цель, и вы сможете выбрать направление какого-то духовного роста, чем бы вы хотели заняться, что бы вы хотели освоить. Не бойтесь в это идти, потому что дальше ждать уже нечего. И третья группа. Третья группа людей, мы их называем непоколебимые.
Они решили держаться до конца в своем неведении. Они не будут развиваться. Они не хотят менять свою зону комфорта. И у них-то и как раз начнется фейерверк, елочный фейерверк. Это когда вдруг в один совершенно неподходящий момент вскрываются какие-то факты, которые они не хотели бы раскрывать. Это будет тот праздник с темным оттенком, на котором никто бы не хотел присутствовать. Начнут скрываться все их скелеты в шкафу, начнут раскрываться все, что они о себе не хотели признавать самому себе или самой себе. Они будут некомфортно себя чувствовать, и им придется жить в этом состоянии достаточно долго, так как они приняли решение не идти в развитие, не переходить на новую землю. С этими людьми будут работать высшие разумы, которые имеют допуск к работе на земле с такими людьми для того, чтобы они начали осознавать, что это не совсем истинный путь развития. Вы увидите таких людей на телевидении, вы увидите их среди своих знакомых, близких, родственников. Если такое у вас будет происходить, можно просто то, что вы называете, посылать им свою любовь, поддерживать их как-то, возможно, морально, возможно, духовно. То есть вы можете о них помолиться и оставить их бороться со своими тенями, с теми тенями, которые они принимают за реальность, с тем состоянием иллюзорных целей, к которым они шли всю жизнь, и которые будут распадаться, как елка после Нового года, у которой иголочки падают вниз. Мы надеемся, что многие из вас, кто слушает эти прогнозы, относятся к первой группе, и мы желаем все-таки духовного развития, силы духа и особенно в третьей группе перемены своего решения для того, чтобы стать настоящим творцом своей реальности. Мы желаем всем успехов. До свидания.